Всем привет! Свяжем сегодня подошву. Я считаю эту схемку универсальную для любых пинеточек. Чтобы связать такую подошву размером 10 сантиметров в длину, нам понадобится пряжа и крючок номер 2. Толщина пряжи в 50 граммах 160 метров, чтобы именно такой размер получился. И таким крючком. Если вам нужно увеличить размер, либо уменьшить, естественно, вы берете пряжу потоньше и крючок поменьше, чтобы оставить эту же схему, чтобы ее не менять. Набираем цепочку из 18 воздушных петель. Далее набираем еще 3 воздушные петли. Это у нас будет первый столбик. И в 4-ю петлю от крючка мы провязываем 2 столбика с накидом. Далее по цепочке мы вяжем столбики с накидом. (16 столбиков). И в последнюю петелечку мы провяжем 5 столбиков с накидом. Вот провязала я до последней. В последнюю провязываем 5 столбиков с накидом. Параллельно будем прятать хвостик. С противоположной стороны провязываем 16 столбиков с накидом. Провязали 16, и в последний мы провяжем 2 столбика с накидом. Там, где у нас, куда мы провязали 2 столбика вот этих вот. Получилось здесь тоже 5 вместе с воздушными петлями. Вводим крючок в 3-ю воздушную петлю и делаем соединительный столбик. Далее воздушная петля, и в этот же столбик мы провяжем 2 столбика без накида. Следующий столбик провязываем опять 2 столбика без накида, и в 3-й 2 столбика без накида. То есть мы сделали 3 прибавки подряд. То есть вот эти вот 5 столбиков с накидом, у нас над ними будут прибавки из столбиков без накида. Дальше мы вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем 2 полустолбика с накидом, то есть накид. Захватили рабочую нить и все петелечки на крючке провязали. Теперь мы вяжем 8 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затем мы провязываем 5 прибавок подряд столбиками с накидом.
С противоположной стороны вяжем 8 столбиков с накидом. Затем 2 полустолбика с накидом. Раз и 2. Далее 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И 2 прибавки из столбиков без накида. Раз прибавка и вторая прибавка. Соединительный столбик. Я делаю соединительный столбик именно в столбик, не в воздушную петлю, а в столбик. В первый столбик. Такой вот у нас этот ряд. Далее 2 воздушные петли, простите, 3 воздушные петли, в этот же столбик еще один столбик. Эти 3 воздушные петли у нас будут тут заменять один столбик. То есть получается здесь у нас прибавка случилась вот в этом первом столбике. Затем мы над каждым столбиком, где у нас были прибавки, провязываем в каждый столбик прибавки. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. То есть у нас в этом ряду было 5 прибавок. В этом ряду у нас должно быть 10 прибавок. То есть над каждыми прибавками, над каждым столбиком в прибавках мы провязываем еще прибавки. Далее мы вяжем по одному столбику с накидом. До первой прибавки. Вот, довязали до прибавки. То есть у нас тут 5 прибавок, 10 столбиков. И вот в каждый из этих столбиков мы провяжем прибавки. Получится в этом ряду у нас уже 10 прибавок. Вот. Ряд с прибавками, 5 прибавок. Теперь над ними, над этими прибавками мы провязываем еще прибавки. Получается 10 прибавок подряд. После того, как вы провязали 10 прибавок, получается с этой стороны, мы вяжем в каждый столбик по столбику с накидом до первой прибавки предыдущего ряда. И над каждым столбиком мы провязываем прибавки. Тут получается 4 прибавки подряд. 2, 3 и 4 прибавка. И соединительный столбик с 3 воздушной петлей. Вот, ну смотрите, значит получается, что у нас с этой стороны тоже 10 прибавок. Над прибавками предыдущего ряда мы провязали в каждый столбик прибавки. Вот такой вот получается у нас, такая подошва получается. Еще раз повторюсь, если хотите, если вам нужен размер побольше, возьмите крючок. Например, эту же пряжу можно оставить. Если возьмете крючок 2,5, у вас получится приблизительно 10,5-11 сантиметров. Вот.
И все зависит опять же от плотности вязки. Чем плотнее, тем меньше размер, чем свободнее, тем больше размер. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.